Фейс к нам в работу попал, но в этот раз не с проблемой по сервоприводу, либо с проводами, а проблема с тем, что автомобиль не заряжается на быстрой зарядке и мало проезжает. И по сути в нее, со слов владельца, заходит только 40 киловатт емкости. В общем, сейчас будем ее загонять, диагностировать и смотреть, что у нас. Есть первичная диагностика, и у нас разбаланс по элементам в одном из модулей 300 милливольт. Сейчас будем смотреть, что с ним. Перед просмотром видео хочу сказать, что с недавнего времени на канале появилась функция «Спонсировать», которая позволяет на регулярной основе поддерживать канал. И если вам нравится то, чем мы занимаемся, то также можете поддержать нас через кнопку «Спонсировать». И хочу поблагодарить первых спонсоров, которые уже поддерживают нас. Спасибо вам большое. Батарейка у нас сейчас заряжена на 98% и прогнозируемый пробег 339 километров. Пробег на автомобиле 39 770 километров. Сейчас загоняем, будем диагностировать и там уже, если что, снимать батарейку. Так, сейчас сделаем диагностику и посмотрим, что у нас за ошибки и где они. У нас ошибка по блокировке зарядного порта. Но при этом, когда автомобиль заряжал, зарядный порт блокировался. Потом у нас есть ошибка сравнения сигналов. Это говорит о том, что есть разбег в батарее. На всех 36 блоках есть разбег относительно друг друга. Сох у нас батареи 94%, заряжена на 96%. БМС-ки у нас, кстати, несмотря на то, что машина стояла, у нас БМС-ки работают и 81 градус, то есть они постоянно балансируют. Максимальное напряжение ячейки у нас 429, минимальное 3662, то есть здесь номинальное напряжение, а там полностью заряжено. И вот эти 467 милливольт, которые у нас дельта, конечно, очень сильно будет ограничивать пробег. То есть, грубо говоря, автомобиль потерял почти 40% емкости. Потому как автомобиль заряжается по максимальному, а разряжается по минимальному. Этот быстрее разрядится до напряжения там 3,1 вольт, чем этот. И, естественно, у нас здесь всего лишь полвольта у нас будет работать. При том, что у автомобиля рабочий диапазон около 1 вольта. Но, к сожалению, диагностика не показывает напряжение на каждом элементе. Но здесь есть такой тест. Вот этот блок наш. И он собирает информацию по элементам и выдает ее по блокам. Напряжение блоков каждого отдельного блока. Их здесь у нас 36 штук. Дело в том, что когда мы видим максимальное и минимальное напряжение, то мы не видим, если там напряжение близкие к минимальному или близкие к максимальному. То есть мы видим только крайние. А сколько между ними, мы этого не видим. Поэтому в этом смысле эта информация нам помогает, но не так, как хотелось бы. А по этим блокам мы хотя бы увидим напряжение на каждом из блоков в отдельности. И посмотрим у нас, если... Так, смотрим 12.3, 12.3, 12.3. Снимаем батарейку. Уже согласовано снятие батарейки. При демонтаже защит с Ягуара высыпалось очень много мусора. Но этот мусор, скорее всего, попал не из-за того, что туда пыль, грязь попадала, а, возможно, машина ездила где-то по каким-то лужам. Потому что здесь явно это все было в воде. Какая-то грязная вода была. И вся грязь осталась на защитах. И, судя по всему, эта грязь была достаточно высоко. Вон ресивер пневмоподвески весь в грязи и видны подтеки воды. То есть здесь машина
очень нехило купалась. Очень нехило купалась. И здесь видно, что она высохла. Короче говоря, к чему я веду? Машина у нас явно была по, ну пусть не по уши, но в воде. И вот интересно, не сказалось ли это на самой батарее. Потому как у нас 3 ряда модуля, они проблемные. Один сильно проблемный и 2 в меньшей степени. Но они все располагаются рядом. И вот как раз снимем батарею и посмотрим, не утонула ли здесь батарея. Потому как когда просто грязь, она рыхлая, а здесь она слежавшаяся. То есть говорит о том, что здесь все-таки была водичка. Либо машина-утопленник, либо же владелец, любитель покорять брод. Ладно, снимем батарею, посмотрим. И не будет Ягуар Ягуаром, если немножко не усложнить задачу. И для того, чтобы снять батарейку, надо снять нижнюю часть сидения, снять вот этот поролон, снять вот эту крышку, открутить. И это мы доберемся до разъема. И вон, кстати, чека, которая отключает батарею. Но и это полбеды. Здесь еще болты находятся под ковриком. И чтобы до них добраться, еще всего лишь нужно снять оба сидения. И, кстати говоря, очень интересно, Ягуар сделал, здесь стоят предохранители. И чтобы до них добраться, крышечка вот так снимается. И тогда есть доступ к предохранителям. Оригинально сделали. Как на Т-40. Добрался до сигнального провода и силового кабеля, который идет на задний мотор. И сейчас это все поотсоединяю. И потом всего лишь нужно будет еще добраться до 4 болтов, которые находятся под сидениями. И тогда можно будет снимать батарейку. Для того, чтобы их снять, добраться туда, нужно открутить сиденье. Вот так вот Ягуарчик. Снять коврик салона. И снять коврик салона, да. Подсоединял уже кабеля. И теперь осталось открутить батарейку. Но чтобы открутить батарейку сверху, это нужно снять сиденье. Вот уже одно сиденье открутил. И у нас один болт находится в этой части под ковриком. Вот он. А второй болт находится под передними креплениями. Серебро. Так, второй болт находится под спереди крепления сидения заднего, находится вот здесь. Вот он. И аналогичные болты по той стороне. То есть теперь их нужно открутить, и тогда можно будет поднять автомобиль и снять батарею. Аналогичная ситуация, как на Tesla Model 3, Model Y, тоже необходимо чуть подразобрать салон. То же самое и здесь. Снял батарейку, и вот как раз видны места крепления вот этих болтов, которые прикручиваются к днищу автомобиля. И вот на батарее можно увидеть, что все-таки машинка у нас где-то плавала. Она не утопленник, потому что в салоне чисто, но вот здесь все в муляке. То есть здесь все. И видны там, где поролон, туда дальше не затекало. То есть она не сильно глубоко была, но вот здесь видны подтеки. Хорошо видны, особенно по этой стороне. Вот такие вот подтеки. И задняя часть вся была в луже. И вот здесь вот эта пыль, которая есть, это высохшая грязь, мокрая. То есть батарейка у нас однозначно слегка заливалась водой. Вопрос в том, что попала ли она вовнутрь. Вот это будем посмотреть, как говорится, уже после вскрытия. Сейчас надо здесь немножко освежить эту часть и вскрывать батарейку. Закатил батарейку в ремцех и сейчас буду вскрывать. Вот можно даже сравнить батарейку с Audi e-tron и с Jaguar I-Pace. Здесь емкость вот такая, а здесь емкость вот такая. Откручу сейчас джанкшн, и в принципе можно будет откручивать алюминиевую крышку. Она, насколько я помню, здесь идет на просто уплотнение. Она не клеена на герметике, поэтому это
облегчит разборку и не повредится сама крышка, потому что она алюминиевая и очень легко ее повредить. Так, ну на первый взгляд здесь все сухо. Правда, непонятно почему вот это здесь поломанное. Но водички нету. Водички нету, сухо. Запах есть. Да, запах есть, характерный для батареек, но ничего критичного. Вроде как водичка не попадала, оставалось все снаружи. Так, а здесь, где клапана стоят у нас, нет, тоже вроде сухо. Так, теперь нам нужно найти 12-й модуль, который у нас саморазряженный. А для этого сначала снять вот эти перемычки и снять шины. Так, вот это наши элементы, они, как по диагностике видно, 12,3 вольта при данном напряжении на элементе. И сейчас нужно найти, где у нас 10, 11, 12 модули. Они, как правило, все начинают от минуса. Нашел, где модуль, который у меня. Вот это у нас идет первый модуль. От минуса начинает стартовать. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12. Вот у нас с 10, 11 там 100 милливольт дельта, а 12 это который у нас как раз самый слабый. И еще что интересно, что вот этот рубильник у нас размыкает не середину батареи, а он просто отключает выход с батареи, потому что этот выход, вот он, выход и вход, ну либо наоборот. Короче, минус-плюс, которые идут у нас на вот эти выходы, они у нас вот этим рубильником просто размыкаются. И просто разомкнув этот рубильник, мы отключаем питание на эти выводы, но батарея у нас остается под напряжением. Поэтому здесь нужно быть крайне осторожным. Либо же снять любую шину и тогда разделить ее по напряжению и обесточить ее. В общем, вот этот модуль у нас самый слабенький, и с ним нужно будет работать. 11,8 вольт. То, что у нас по диагностике. На этих у нас 100 милливольт, на этом у нас 400 милливольт. То есть нужно будет его снимать и смотреть, что с ним, почему он у нас не работает. И по закону подлости вот всегда выходит из строя тот модуль, которому труднее доступ. Не чтобы какой-нибудь вышел из строя, какой-нибудь из тех модулей. Нет, нужно еще разобрать вот эту часть. Но с другой стороны, что поделать? Да, кстати говоря, еще как раз вот эти три модуля, которые у нас проблемные, они находятся возле вот этого клапана. И не исключено, что там есть какая-то проблемка. Надо будет снимать и смотреть. Подключил iCharger к этой батарейке. И вот видно, что у нас первый, второй по 4,086, а третий 3,657. Вот непонятно, почему он так высел. И теперь желательно на нем проверить емкость. Но если емкость проверять, то через эти балансирные выводы, потому что там нельзя давать большой ток через шлейфы. Поэтому если дать сюда 2 ампера или 1,5 ампера, то можно заряжать их где-то минимум часов 300. Поэтому проще будет ее разобрать и перемерить. В общем, будем согласовывать с клиентом. Либо просто балансируем, либо же проверяем. И, возможно, закончится заменой модуля. Либо же просто отбалансируем этот модуль и 2 модуля соседних, которые стоят. В принципе, можно тоже к ним сейчас подключиться и проверить, какое напряжение сейчас здесь. И там что по напряжениям на элементах. В общем, подключил ко второму модулю, и напряжение на элементах здесь вот такое 4,085, 4,086, 4,085. И хочу сейчас проверить еще на других модулях, какое будет напряжение. Если там плюс-минус одинаково, то эти модули тоже трогать не буду.
Так, подключил к следующему, здесь тоже 0.85, 0.84, в принципе разбега нет. И сейчас подключу к какому-нибудь из этих модулей, по которым точно вопросов нет, и тогда будет у нас картина ясная. А вот здесь напряжение уже 424, 423, 423. То есть у нас вот эти три модуля, получается, по факту чуть-чуть высаженные. Поэтому их нужно будет дозарядить, незначительно, но есть. Их нужно будет зарядить, ну а с этим модулем нужно будет резать. Так, вскрыл я модуль. И сейчас его нужно... Где у нас разъем? Вот у нас разъем. Так, вот наши полигоны. Теперь мы сможем спокойно цепляться на полигоны и давать больший ток, чем мы могли бы дать через шину. Подключил модуль и подключил на каждый элемент по 4 канала, для того, чтобы ускорить процесс. И как раз получается 1, 2, 3 последовательное соединение. И, кстати говоря, получается, что один канал на один элемент, потому что там 3S, 4P. И теперь сейчас у нас вот эти 3 канала, зарядим их до полного и разрядим, померяем емкость. И потом зарядим их до опять нужного напряжения, чтобы балансировать по всей батарее. И в принципе можно будет оставить на ночь. И утром посмотрим, что у нас выйдет. Разрядится она или нет. Это сейчас заряжается с помощью чарджера. Здесь небольшой был перекос в районе 100 милливольт на весь модуль. И на элемент получается по 30 милливольт. И этот уже отбалансирован. И сейчас, вернее, этот уже заряжен. А этот сейчас заряжу и отбалансирую. Вот что получилось у нас при разряде. 53, 54, 52, 53 ампер-часа это на одной сборке параллельной. То есть, грубо говоря, каждый элемент, вернее, каждая емкость показывает на одном элементе. 53, 54, 52, 52, 53, 52. Короче говоря, плюс-минус одинаково. Потом более точнее посчитаю. И, в принципе, никакого разбега по емкости нету. Сейчас заряжу эти элементы до напряжения всех остальных. И, в принципе, можно будет померить внутреннее сопротивление элемента, когда заряжу их. И можно будет тогда, по сути, устанавливать ее в батарею. Модуль отбалансировал. И сейчас хочу оставить ее теперь на чарджер и посмотреть, как она будет вести себя на следующий день. То есть, не будет ли саморазряда в элементах. Вот есть 425, 425, 424, 123. То есть сейчас 1 милливольт дельта. Вот видно здесь, что дельта 1 милливольт. По внутреннему сопротивлению у нас следующие показатели. 0,1 миллиом дельта. Да. Теперь оставлю ее до утра и посмотрю, что будет с саморазрядом. 425, 425, 424. За ночь, грубо говоря, за 12 часов этот элемент провалился на 4 милливольта. За сутки он будет проваливаться ориентировочно на 8 милливольт. Но я ее оставлю еще сегодня до вечера и посмотрим, что у нас будет по напряжению. Если она с такими темпами дальше будет проваливаться, то этот элемент, этот модуль ни к чему хорошему нас не приведет. Пока этот элемент стоит, выстаивается, я хочу еще раз проверить его, как я уже сказал. Но владелец автомобиля уже успел найти модуль. Модуль нашел в Киеве. У людей есть полностью разобранная батарейка. Аккумуляторные батареи на автомобиль Jaguar I-Pace. Весь блок батарей снят с автомобиля 22 года. Все в прекрасном состоянии.
я подключил сюда iCharger, чтобы проверить напряжение. И здесь напряжение практически идеальное. 3601, 3603, 3604. То есть этот элемент не имеет внутри себя разряженных отдельных ячеек. И, судя по всему, он будет очень хорошим. И, как заявляет продавец, этот модуль снят с автомобиля с небольшим пробегом. И, судя по напряжению, в принципе, здесь слабых элементов нет. В общем, я этот модуль буду устанавливать в автомобиль. А этот модуль еще раз проверим, и владелец его заберет, возможно, на пауэрбанк. Здесь на выходе 12 вольт, и поэтому в случае, если опять Россия начнет обстреливать критическую инфраструктуру Украины, то можно будет таким элементом, правда, единственное, что нужно будет сюда поставить какую-нибудь БМС-ку, и можно будет себе достаточно емкий пауэрбанк сделать. И если кому понадобятся такие модули, оставлю видео, которое мне прислали от продавца, и можете обратиться за такими модулями. В общем, можно будет этот автомобиль уже собирать. Но только один Jaguar уехал от нас, красный, и тут же приехал другой Jaguar. Но в данном случае проблема не с батареей, а это тоже частая проблема на них, это когда гниют трубки кондиционера. И в данном случае такая же проблема. Компрессор кондиционера находится здесь, и вон трубка. И если сейчас включу фонарик, мы добавляли туда краситель уже, и вон видно, вот так, наверное, будет лучше видно. Вон видно зеленый краситель, который и показывает, где утечка. И вон видно, что с трубки течет, по трубке течет краситель наш. Это хладоген добавляет специальный краситель, вернее в масло добавляется специальный, ну или в хладоген добавляется специальный краситель для того, чтобы обнаруживать утечки. И он хорошо виден в ультрафиолете. И тоже снимем компрессор кондиционера, вернее доберемся до трубки и будем смотреть. Ее нужно будет менять, либо же восстановим. Но это уже занимается не наш отдел, а другой отдел нашей фирмы. И вот эта трубка, и сифонит она. А ну, Серега, покажи, где она сифонит. Вот здесь, под кронштейном. Под вот этим кронштейном у нас и травит. Теперь можно будет ее срезать, запаять и обратно приварить этот уголок. А так трубка целая, да? Да. Вот так вот. Трещину дает вот здесь. Вот его основная проблема. Трещина вокруг сварочного шва. Да? Да. Вот так вот. Нужно будет это все демонтировать, заварить и обратно приварить этот кронштейн, чтобы он прикрутился. А этот кронштейн держит провода. Вот тот жгут проводов держится на этом кронштейне. Ну а так как это Jaguar, то быстро здесь не получается. И эта трубка идет над мотором. С этой стороны нужно и помпу отключить, и осушитель снять, и трубку отпустить. Короче, пришлось повозиться. Ну и, соответственно, подрамник отпустить. Но сняли ее, сейчас сделаем и поставим обратно. Заправим хладагент. И здесь, кстати говоря, хорошо, что не 1234 фреон, а 134. Хотя у нас был автомобиль, было видео по нему, и там хладаген 1234, более дорогой. Если бы он вот так вот травил бы, то было бы не очень приятно за стоимость газа. А так как здесь более дешевый хладаген, здесь, можно сказать, повезло хозяйке. Так, ну, соответственно, тестовый выезд. Как же без этого? Заодно посмотреть, не будет ли ошибки. Вот так вот полицейские поехали. Мигалки включили через бордюры. И на 5-й день покоя у нас уже 36 милливольт. И все на том же элементе.